Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 августа. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды. И первая колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каков ключ? А может быть, куда-то мы и сами не пойдем, и ключи нам не нужны. Такое я тоже допускаю. Мы не задаем картам вопросы. Именно колоде 78 дверей. Это как потоковая информация. О чем они нам расскажут? На чем заострят ваше внимание? Что для вас будет важно в эти 10 дней? По мнению карт, ну или по воле высших сил. Тут ведь мы всегда строим какие-то планы, правда? О чем-то думаем, что-то хотим осуществить. Но иногда вот его величество случай или то, что в пространстве вот так вот, оно не в словах еще пока выражено, не имеет вот этой словесной формы, а мы уже словно кожей ощущаем, что нет, тут что-то будет меняться. Особенно ваш знак зодиака как раз вот это иррациональное. Вы удивительные, мои дорогие водолеи. Вы можете прочувствовать. Это так. Ладно. Знаки судьбы давайте. 3 карты. Это нам о чем? И пусть это будут какие-то приятные сюрпризы, будет что-то такое восхитительное, доброе. Знаки судьбы. На карте Таро, на картах точнее, на колоде Таро. Это у нас Таро ведьмочек. Что прояснится? Зададим такой вопрос. Что ж там у вас прояснится? Какой-то вопрос. Может быть, и вы проясните, а возможно, это новость. Итак, что прояснится? В чем ваша сила? Это может быть как конкретное дело, тема какая-то, в которой вы будете наиболее сильны или ресурсны. Но, может быть, и то, чем вы занимались прежде, здесь тоже вы сможете подвести к какому-то итогу. Но тут у каждого по-своему. А может быть, просто вот как ваша какая-то стратегия, да, ваши энергии, как вы будете реагировать на тот или иной вопрос. Узнаем. Кто или что появится неожиданно. Вот такое я могу допустить. Это может быть связано ретро-меркурий. У нас по 10 августа могут и люди из прошлого возвращаться. И совсем не обязательно, что это те персонажи, которых мы ждем и рады видеть. Может быть и дело какое-то возвращено на доработку. Почему нет? И 3 карты по основным сферам жизни. Сфера достижений. У кого что, у кого-то учеба, у кого-то документы, у кого-то работа и карьера или бизнес. Сфера финансов, любовь и личная жизнь. Так что же там восхитительное? Ну вот, здрасте. Ну, наверное, восхитительное будет только в том случае, когда вы выйдете из зоны ограничений. Или, может быть, сами себе поставили какие-то невыполнимые задачи. Или когда вы, допустим, вам кажется, я с чем-то определился или определилась, а карты нам говорят, нет, тут будут перемены. Ты сам себя в рамки не загоняй. Дверца как будто открыта, но человек ничего не делает. А вообще, если мы об этой колоде карт, то обратите внимание, неудобная поза для человека. И настал период выходить словно на авансцену. Причем то, что мы себе создали, допустим, какой-то ореол, вот это не может быть продолжено. Или в этом деле я участвовать не буду. А нам карта говорит совершенно напрасно. Вот есть какая-то тема, которую вы, видимо, обдумали много раз и пришли к выводу, что вот это нет, вот это лучше мне в этом не заниматься, или не участвовать. Может быть, и с человеком каким-то не общаться, может быть, и так. Или действовать каким-то определенным шаблоном, мои дорогие. А вот нет, тут надо что-то по-другому, это точно. Потому что девятка мечей ведь это, как и восьмерка, карта искаженного восприятия. Это мы сами себе что-то надумали, а вокруг ничего не происходит. Вот не будьте во власти шаблона. Вообще вам не свойственно. Ну, кто знает, может быть, кому-то это важно услышать. Ты пересидел, как будто водолей, правда? Тут надо не просто выходить на авансцену, тут уж прыгать надо. И пятерка кубков нам и говорит как раз о том, что тут не столько прежний какой-то шаблон, к чему мы привыкли, что нам знакомо, или в нашем понимании это правильно. А здесь, может быть, внешние события, мои дорогие, таковы, что нужно поступать совершенно по-другому.
И вот эта девушка, которая в окошке зовет на помощь, а нам показал художник, никто не придет, уже вечер, да и в округе тут ни души. Ей, по сути дела, страшно прыгать, она никогда не прыгала. Вот и у вас какое-то дело или какие-то действия, какое-то новое направление. Оно у вас уже, знаете, вот прямо практически вошло в вашу жизнь. И вы с этим не можете ничего поделать. Может быть, это и связано с внешними событиями. Но отойти от этого старого шаблона, к примеру, не ждать того, кто не придет. Или когда вы намеревались, например, куда-то отправиться, может быть, просто в отдых, мои дорогие, у нас как раз первая декада августа волшебна для того, чтобы как и мысли в порядок, так и просто отдохнуть. Уставшие люди делают ошибки. И вот, кстати, девятка мечей– это еще карта бессонницы. И если бессонница, инсомния для вас уже какой-то хронический характер имеет, то тогда, может быть, и нужно обратиться к специалисту. А для кого на первых порах вот такой недуг, то тогда пересмотреть образ жизни, может быть, начать, ну, допустим, вечерние прогулки перед сном, не смотреть какие-то новости, да, сложную информацию, когда мы потом полночи начинаем додумывать о чем-то, передумывать, сожалеть, ну и так далее. Вот есть то, что вам явно не помогает и словно вас сковывает. Ведь, по сути дела, сковывает вот две карты. И нам ничто не мешает. Ну хорошо, вторая карта. Прыгать вроде как нужно, да? Мы не прыгали. Ну так и что? Вот мы, глядя на карту со стороны, таким беспристрастным взглядом, понимаем, что да, расстояние-то не такое большое. Ну, может быть, ты там шишек бы набила, синяков. Ну, так ты бы спаслась. Вот для кого-то из вас нужно принимать важное решение. А вы не можете на это решиться. Правда. Дайте еще один знак судьбы. К вам словно судьба стучится в двери. Вот правда. А вы будете думать, что же там за шум такой. Вы понимаете, вам пространство, Вселенная все время дает какие-то подсказки. И нам говорят о чем? Либо вы закрываетесь от этого, либо вы не хотите так действовать, или вы не хотите с этим сталкиваться. Вы пытаетесь уйти старыми методами от какой-то либо проблемы, либо решения вопроса. А тем не менее, тут уже пора оставить эту просто-напросто проблему. Вот даже так. И открыть дверь в будущее. По сути, вы знаете, уже будущее на пороге, как я сказала. Но мы все время что-то мешкаем. Мы с чем-то никак не можем определиться. Вот мне интересно, а вообще что это такое? Чего касается этот вопрос? Хотя тут, знаете, как какая-то заминка мелкая. Она не говорит о чем-то глобальном. Семерка жезлов– это всегда семерка, есть какая-то путаница, неоднозначная ситуация. И глядя на эту карту, нам непонятно, не то человек закрывает грот, не то он, наоборот, открывает. Где-то и карта дает подсказку, что тут не все так вот ровно, гладко, понятно, и это нормально. Это вся наша жизнь. Тебе нужно к этому и адаптироваться, Водолей, потому что есть те ситуации, от которых ты можешь уйти, закрыться, словно вот, да, вот этот грот, место безопасности. А для кого-то карта будет говорить о том, что наступил момент именно подумать о вашем жилье или о жилищном вопросе, не отложить что-то на потом. Тут придется действовать самому. Но даже выбирая контактных лиц, с кем-то вы будете или можете быть откровенными, иными словами, вот в этот грот кого-то вы можете впустить, а перед кем-то вы закроете его окончательно. Семерка жезлов. Вот какая-то путаница должна быть закончена. Но по четверке мечей определенно, смотрите, со знаком плюс мы говорим, эта карта может проигрываться, вот словно вы одели шапку-невидимку и прогуливаетесь по городу. При этом подмечаете, что вокруг происходит, что говорят люди. Ну, я условно говорю, прогуливаетесь по городу, просто потому что карта показана человек идущий. Это может быть любая обстановка, это может быть на работе, это может быть даже в личной жизни. Когда вы, к примеру, мои дорогие водолеи, вы чувствуете, что ну, какая-то недосказанность, какая-то не просто неопределенность, а может быть вы предполагаете, что вас пытаются обмануть. Вот такое есть. Не случайно и семерка жезлов, и четверка мечей. И карта нам обрисовывает человека, который выглядит как
человек слепой. А если мы, по сути, уберем вот эту трость, нам показан человек, который прекрасно сложен, что не очень соответствует людям, которые страдают таким недугом. Там есть такая, ну, как положение тела, но немножко иное. А здесь все хорошо. Человек, если бы не трость, в темных очках просто идет мимо. Вот и вам в каком-то месте нужно как будто быть или слышать, как растет трава, но при этом никаких действий еще пока не осуществлять. Именно наблюдение. Может быть, даже человек хочет, как вот эта шапка-невидимка, чтобы быть неузнанным. Может быть, и вам нужно пока о своих планах не говорить. И это не значит, что вы бездействуете, вы ничего не предпринимаете. Тут какая-то разведка должна быть, так и хочется сказать. Может быть, это вы, словно этот шпион, должны быть. И как будто вам это сейчас просто необходимо, потому что судьба стучится в двери. Вполне вероятно, такое, знаете, какое-то, может быть, событие или новость. Ну, наверное, как у Бетховена, да, судьба случится, стучится в двери. Как пятое, начинается, да, такое громогласное начало. Может быть, это известие, что-то подобное происходит, да, и вы не знаете, как к этому относиться, как мне действовать. А тем не менее, уже как прежде-то оно не будет. Давайте мы достанем еще одну карту. Вам самому нужно какую-то свою игру. Представьте, что вы играете. Куда-то вы точно не пойдете. Кому-то вы не доверяете. И по пятерке жезлов это у нас информационный хаос, так я часто называю эту карту. Но еще проходят и люди, мои дорогие водолеи, которым мы не можем доверять на самом деле. И не потому, что человек умышленно пытается вас обмануть, хотя у кого-то я это допускаю. Но тут, понимаете, сами по себе люди, которые быстро меняют свой интерес. Сегодня думают одно, или, может быть, в течение дня утром думают одно, вечером они уже на что-то другое переключились. Или это те люди, которые постоянно ищут, а вдруг завтра будет что-то лучше. Или если я сейчас соглашусь, а завтра вдруг мне что-то прям как манна с неба упадет, а я уже как будто у меня место занято. Вот что-то тут такое может проигрываться и по отношениям, но где-то и через контакты в делах конкретных, может быть, бизнес-партнеры, тоже такой вот вечно колеблющийся партнер. И с такими людьми очень сложно выстроить вообще, ну, какую-то стратегию, тактику. Ну, как ты тут, ты будешь на него надеяться, он тебя подведет. То есть вот тут есть что-то такое. Может быть, вас уже подвели. И такое вполне вероятно. Но это не значит, что если мы даже на какое-то время взяли паузу, да, то это не может продолжаться вечно. Тут, наоборот, нужно все-таки выходить вот из зоны ограничений, но делать это красиво. И тогда нам семерка жезлов говорит, есть то, что тебе нужно, необходимо сохранять, водолей, и есть куда тебе точно идти не надо. Ты, если захочешь, то ты можешь проломить вот эту кладку, но не обещают тебе высшие силы, что то, что откроется перед твоим взором, тебя обрадует. Поэтому идите в разведку. Так и хочется сказать, давайте мы узнаем, а что ж там прояснится. А прояснится какая-то минусовая ситуация. Прояснится как раз то, что пора закрывать в прошлое дверь. Ок- Окончание. Может быть, это окончание по части работы, может быть, это какая-то тема, кстати, прояснится, когда вы долго ждали документы, и теперь будете знать, когда вы его получите. Или буквально, может быть, ответ какой-то получаете. Но по десятке мечей это длительная, опять же, пауза, которая заканчивается. И вы ее сами заканчиваете, потому что уже неинтересно, потому что уже как события даже вокруг вас, они вас уводят совершенно в другую плоскость. Само прошлое пытается от вас оттолкнуться. Это может быть, знаете, как понимание, что да, если я буду действовать как прежде, или буду притягивать словно насильно какую-то прежнюю историю, это все равно не сработает. Мне нужно идти вперед. Вот тут понимание точно приходит. И может быть тогда четверка мечей вот именно в этой колоде и будет говорить, иди в разведку, водолей. Вот так вот аккуратно, чтобы самому себе не навредить, раньше времени о себе много не рассказать, не наобещать чего-то, а просто вот больше получить информации либо о конкретном деле,
либо о конкретной местности, организации, ну или какой-то там еще задумки вашей. В чем же ваша сила? В интеллекте. Привести мысли в порядок, говорит эта карта, и отдохнуть. Вы знаете, мои дорогие водолеи, кто-то из вас, вот глядя уже на все эти карты, просто устал чересчур. И тогда, сколько ты себя не подгоняй, уставшие люди делают ошибки. Вот, кстати, из-за усталости, из-за того, что мы как все время, знаете, белка в колесе, да, вот по этому кругу бегали или находились во власти шаблона. Нам не только это надоело, а мы себя уже обесточили. И вот эта усталость, она появляется, какой-то она появилась и прежде, но мы этого не заметили. Мы думали, что мы сможем это преодолеть. В итоге преодолеть мы это не смогли. Вот тут есть то, что преодолеть не смогли. Именно я не имею в виду реальные какие-то действия, а это ваши ощущения. И эта усталость превращается в эмоциональное выгорание, в какую-то апатию. Вот что-то подобное, как будто у вас может происходить. Или тут ведь могут быть, и знаете, разного рода фейки, кстати. У нас ретроградный Меркурий по 10 августа, и тут может быть да все, что хотите. Тут, в принципе, может становиться на паузу даже важный вопрос. Или по части получения документов. Задерживаться может информация. Да вообще там много может быть задержек. А, середина августа и туда ближе к концу. Вот там скорость мы набираем. Поэтому уделите это внимание отдыху. А вот для отдыха первая декада августа, она великолепна. Какая-то перезагрузка, мои дорогие, у вас должна произойти. Приведите и тело, и мысли в порядок. В этом ваша сила. Не просто сила в бездействии. Нет, это анализируем мы что-то. Но эмоции нам мешают. А четверка мечей – это вот эта аналитика интеллектуальная. Это про вас, мои дорогие, когда эмоций мы туда не добавили. Кто или что появится неожиданно. Но двойка жезлов не совсем тут нам о неожиданностях, хотя это вы сами можете неожиданно что-то переиграть. Может быть, исходя из той информации, которую вы получили, или больше я вижу, что это вы привели мысли в порядок, отдохнули, и для вас совершенно другие перспективы. Вы сами, скорее всего, от чего-то будете отказываться. Первая карта – десятка мечей. Потому что вы видите, что-то бесполезно, не нужно. И вы экономите силы. А силы – это очень важно. И силы– это время, это какой-то энергообмен, может быть, даже с конкретными людьми. Хотя я допускаю, двойка жезлов, все люди на своих местах остаются. Это карта того, что к нам приходит из прошлого. Но именно в этой колоде нам человек уже строит планы на будущее. И следующая карта– это тройка жезлов, карта будущего. Но, видимо, какие-то заключительные аккорды вы с чем-то все-таки должны определиться. Сфера ваших достижений. И по достижениям тоже, посмотрите, две дуальные карты. Опять же, это нам показан жонглер, где-то манипулятор. Но ведь это карта спонтанности. Это карта спонтанного маршрута. Будь легок на подъем, водолей. Это первый совет, который дает эта карта. И имеется в виду не совсем даже, может быть, о достижениях, а совершить какую-то поездку, чтобы получить вот эту эмоциональную разгрузку. Или чем-то вдохновиться. Или привести мысли тела в порядок. Может быть, банально, у кого-то ретрит, а у кого-то нет денег на ретрит. Хорошо. Может быть, даже вблизи, где вы проживаете, съездить в новую местность, там, где вы не были никогда, побыть там денек, может быть, на выходные. Ну или как-то, когда ведь мы, знаете, путешествие, пусть недалекое отправляемся, мы возвращаемся другими. Вот и происходит какая-то внутренняя перезарядка или разрядка наоборот, да, вот этот отдых. Может быть, даже когда мы садимся в автобус и отправляемся в какую-то местность, вот эти попутчики, когда мы понимаем, мы их один раз и первый, и последний видим, ну и они где-то так же. Вот знаете, такие беседы какие-то могут быть задушевные, или, в принципе, общение, вот это легкое, которое не обязывает ни к чему. И вполне вероятно, тут какой-то новый проект рождается или происходит уход вот от этого эмоционального выгорания или апатии.
Вот для кого-то из вас именно внутреннее состояние вашей души, оно требует от вас вот этой перезагрузки или каких-то новых энергий, новых планов, новых возможностей. Жонглируйте, иными словами, возможностями. Ну, хотя нам карты не говорят, что это должно быть что-то дорогое, например. Нам карта говорит также, как будто удели внимание деньгам, потому что на мелкие нужды или ежедневные нужды, да, эта карта предполагает траты. Но сказать, что в этот день в этот период, точнее, мы приобретаем что-то существенное, нет. Как будто и карта говорит, тебе достаточно 2 пентаклей. Вот есть, пусть не в этой колоде, но в других колодах про двойки пентаклей именно вот такое значение. И нам на мелкие нужды нам хватит, на что-то не глобальное нам хватит. Но даже если вы обладаете большими ресурсами, значит, пока еще нужно продумать, прежде чем куда-то вложиться. Хотя, может быть, вам кому-то и предлагают. Поэтому будьте жонглерами. Ну, может быть, и манипуляторами придется быть по части достижений. Я такое предполагаю. Нам ведь сказали, есть чужая, может быть, игра или была, а вам нужно свою собственную. И где-то может касаться вашей работы, вашей учебы. Вы тут можете что-то пересмотреть, опять же, переиграть. Пробуй, пока не получится или не надоест. Вот так советует карта. Деньги, отшельник. Ну, наверное, я уже вскользь затронула тему финансов. И по аркану отшельник это что-то возвышенное. Это ни разу не про деньги. Это карта независимого человека. Видимо, в эти 10 дней есть нечто более важное, чем земное, да, материальное. Есть именно вы сами, мои дорогие, ваш ход мыслей, ваши планы на будущее. И вверху 4 мечей, все то, что я сказала, ваш интеллект. И вот эта независимость пусть вам выпадает на деньги. Где-то карта будет тогда давать подсказку. В Водолее у тебя должна быть заначка. Все же деньги нужно расценивать как один из способов взаимодействия с миром. Хотя отшельник – это больше дервиш. Деньги не главное. Но все-таки мы не отшельники, будем говорить, даже если где-то по духу нам эта карта очень близка. А я люблю эту карту за то, что, знаете, никто не мешает. Волшебно. Так вот, вам никто не будет мешать на деньги, но тут и самому. А простоволосицу точно нельзя, потому что отшельник не совсем про траты. Поэтому кто-то из вас здесь может настолько изменить свои планы и на будущее поставить перед собой как совершенно новые задачи. Может быть, поехать, куда вы прежде не собирались. Вы тут многое можете передумать, как бы с точностью да наоборот. Или развернуть свою судьбу на 180 градусов. Но это пока ментально. Это еще не на практике. Вы тогда, вот по аркану отшельник, вы будете думать, каким образом осуществить то, что просит ваша душа. Любовь и личная жизнь. Ну, я должна сказать, для тех, кто в паре, тут ничего не происходит. Может быть, это вам уже хочется какого-то драйва. Вообще, все карты говорят о том, что отдых – это самое время. Иногда эта карта говорит просто о паузе, банально. Тут сколько ты не переходи в какую-то энергию штурма, ты тут ничего не ускоришь. Может быть, и по части вашей личной жизни. Вы хотели бы там что-то такое услышать от партнера, ну, пока вы не услышите. Вот тут все остается без изменений. Но для людей семейных, для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, так просто все идет своим чередом. Уделите внимание отдыху от начала до конца. Ведь уставшие люди делают ошибки. Перекладывайте на себя неожиданный расклад, и я буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. Потому что, когда делаешь прогнозы, ну, я ведь много карт достали, но я ведь не вижу, у кого там какая история судьбы. И я всегда с удовольствием читаю ваши жизненные комментарии. Поэтому пишите мне, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.